Девочки, привет! Рада видеть вас на нашем канале «Материнство и вязание». Сегодня мы будем с вами вязать набор вот таких подвесных корзин. Можно связать одну большую, маленькую, либо связать две корзинки. Расход по материалам я обозначила вес буквально вот в предыдущем слайде. Можно посмотреть, сколько весят корзинки. Если брать вот такой набор и делать в одном цвете, то у меня уходит чуть больше одного мотка. Вот. И то, что остается, да, сколько пряжи, можно сделать какие-нибудь небольшие корзины, там базовую корзинку плюс маленькую. Вот. И если хватит, да, на стандартную корзинку и на маленькую, да, малютку, вот, можно остатки применить. Вот. И также понадобится вот буквально немного в цвете пыльная роза, потому что мы будем делать вот такие вот галочки другого цвета. Немного понадобится другого цвета пряжа. Если вы делаете однотонные корзины, да, то в принципе тогда вам хватит двух мотков на набор сполна. Вот. Если вы делаете одну корзинку, в принципе, на такую большую корзинку подвесную, достаточно одного мотка, и у вас еще пряжа останется. Можно связать брелок из остатков пряжи. Вот. А если еще хватит, то можно, в принципе, какую-нибудь маленькую корзинку сделать. Пряжу я использую производителя Бисквит. Свой промокод на скидку 5% я оставлю. Вот здесь сейчас появится. И в инфобоксе внизу сайт производителя и скидку. Нам понадобится маркер. Если нет ничего страшного, можете взять другого цвета ниточку, да, если вы делаете сердечками, да, такими, то, в принципе, пыльную розу можно цвет взять и отмечать этой ниточкой. Вот, это у меня цвет пломбир, вот такой цвет, немножко сливочный. Крючок номер 7 или 6, я буду вязать 7 миллиметров. И какой-нибудь небольшой крючок, чтобы удобнее было спрятать кончики и немножко лямочки разравнивать. Но если нет, если вы начинаете только, потому что видео подойдет и для начинающих, можно обойтись одним крючком. Вот. Ну что, давайте уже начинать. Поехали! Начинаем наше вязание с волшебного кольца или с кольца амигуруми. Берем крючок номер 7, берем маркер. Оборачиваем 3 пальчика, делаем нахлест, выводим нить рабочую. Получается у нас здесь такие 2 ниточки. Заводим под первую, захватываем вторую, хватаем правой ручкой и освобождаем колечко. Берем рабочую нить на указательный пальчик, захватываем рабочую нить и выводим. Получается первый столбик без накида. Но вязать мы будем по спирали, поэтому первый столбик не считаем. Вяжем еще 6 столбиков без накида. В колечко заводим крючок, захватываем рабочую нить, выводим до расстояния, как у нас петелька, захватываем рабочую нить и выводим. Опять в колечко заводим на расстояние, захватили, вывели. Провязали 2 столбика без накида, вяжем 3, четвертый, 5 и 6. Если у нас наш хвостик уже прячется, можно его подтянуть. Посчитать можно по верхним косичкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь наше колечко мы затягиваем. Тем самым формируем кольцо. Да, здесь затянулось. Петелька у нас здесь на крючке. И мы крючок вот под первую петельку нашего колечка заводим. Таким образом. Завели, захватили рабочую нить, вывели до расстояния, вот как здесь петелька, да, чтобы нам сделать столбик без накида. Захватили рабочую нить, вывели и в петельку.
Получается у нас первый столбик второго ряда. И получается, что этот столбик, вот от него будет крышечка, да, верхняя часть петли. И вот эту верхнюю часть петли мы с вами отмечаем маркером. Не обязательно маркером, можно, в принципе, взять какую-нибудь ниточку. Вот. Главное, чтобы вам не запутаться, отмечать. Вязать будем по правилам круга, соответственно, будем делать прибавки. Второй ряд вяжем по 2 столбика без накида под каждую косичку. Соответственно, сюда мы провязываем тоже столбик без накида. То есть откуда у нас выходил здесь столбик, да, который мы делали, сюда же вяжем второй. Вот, получается у нас 2 столбика. Под следующую косичку вяжем еще 2 столбика. И, соответственно, делаем прибавки. 1, 2. И сразу скажу, что я обычно нить рабочую держу изнаночной стороной вверх, чтобы у меня петельки все ложились лицевой стороной. Ну, в принципе, это делать не обязательно, просто мне так больше нравится, поэтому я так делаю. Но единственный момент, ниточка перекручивается, когда мы больше вяжем таким образом. Ну, я ее раскручиваю, беру, и вот таким образом она у меня раскручивается. То есть, в принципе, это без проблем. Вот. Опять под косичку заводим крючок, вытянули, захватили, вывели. И опять сюда же, под эту же косичку, то есть делаем удвоение, делаем прибавки. Под каждую косичку по 2 столбика без накида. 1, 2. Под косичку. Один провязали, второй. Сюда. Подходим к завершению ряда. Один столбик и второй. Сюда же. Вот у меня ниточка перекрутилась, сейчас я ее раскручу. Вот, где мы отмечали маркер, это у нас начало ряда было. Можно посчитать по верхним косичкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У нас должно получиться 12 столбиков. Когда мы делали с вами 6 столбиков, мы по правилам круга будем делать удвоение, и каждый ряд у нас будет увеличиваться на 6 столбиков без накида. Поэтому легко всегда себе перепроверить, можно просто просчитать. Теперь переходим на третий ряд, убираем наш маркер, под косичку вводим крючок, делаем столбик без накида и отмечаем верхушечку, да, отмечаем как начало третьего ряда. Отметили, это начало ряда у нас. Как вяжем третий ряд? Делаем прибавку 2 столбика 1, 2 столбика 1, 2 столбика 1. И у нас должно получиться в третьем ряду 18 столбиков без накида. Соответственно, сюда вяжем еще раз второй столбик. Теперь сюда 1. Под следующую косичку вяжем 2. Под следующую 1. И таким образом вяжем 2, 1, 2, 1, 2, 1 под косичку. Сюда делаем прибавку
2, 1. И таким образом доходим до конца ряда. Раз, два. И идем до конца ряда. Довязали третий ряд. У нас должно получиться 18 столбиков без накида. Можем посчитать по верхним косичкам, либо по столбикам. Где у нас стоит маркер, соответственно, его здесь и начинаем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Снимаем маркер. Делаем столбик без накида уже 4-го ряда. Под косичку опять вставляем крючок, делаем столбик без накида и отмечаем начало 4-го ряда. Как будем теперь делать прибавки? Вяжем 2 одиночных, прибавка, 2 одиночных, прибавка, 2 одиночных, прибавка. Соответственно, у нас будут прибавки после прибавки в предыдущем ряду. Вот если здесь была прибавка, соответственно, в следующем ряду будет здесь. Если здесь была, то, соответственно, вот здесь. Сейчас покажу, как это. Значит, одиночный провязали. Теперь опять одиночный. И здесь вяжем прибавку. Вот здесь. Под косичку, да. Опять вводим крючок. И делаем прибавку. 1 столбик и 2. Вот таким образом. Теперь опять одиночный, одиночный, и сюда вяжем 2 столбика без накида. И теперь мы будем с вами вводить цвет, чтобы сделать сердечки, да, такие. То берем другой моточек, да, цвет пыльная роза у меня будет. Если вы вяжете одноцветную, да, в одном цвете корзину, то, соответственно, ничего не вводим, никакой цвет, а вяжем все в основном цвете. Значит, как ввести другой цвет? Мы берем моточек другой. Вводим под косичку. Вот основной цвет у нас получается над крючком. Захватываем, чуть-чуть оставляем здесь хвостик, захватываем рабочую нить и выводим на лицевую часть. Но крышечку мы будем делать в основном цвете. То есть берем рабочую нить от основного цвета, вывели и вывели. Получается, мы сделали столбик без накида уже в цвете пыльная роза. Вот эти галочки, да, другого цвета я делаю обычно в хаотичном порядке, то есть не соблюдая никакую схему. Можно где-то сделать побольше, да, чтобы более пестро было. Можно их сделать еще меньше, чтобы более нежно смотрелась корзинка. Вот, поэтому смотрите, как визуально вам кажется лучше. Вот так можно и делать галочки другого цвета, либо вяжете все в одном цвете. Эту ниточку мы потом спрячем крючком в другую сторону, а эту будем подкладывать в вязание. Соответственно, у нас корзинка будет еще плотнее. Опять под косичку ввели крючок, захватили рабочую нить, а эта ниточка у нас, смотрите где, да, над крючком. И сделали, да, опять столбик без накида. Получается, мы вяжем 2, да, прибавка, 2 одиночных, прибавка, 2 одиночных, и здесь опять будет прибавка. 1 столбик и еще один сюда.
Дальше вяжем одиночный, одиночный, и сюда прибавка. И смотрим, чтобы у нас ниточка дополнительная шла в вязании, да, чтобы она спряталась в вязании нашем. Можно ее чуть-чуть подтягивать, только сильно не тяните, чтобы здесь столбик не затянулся, да, ну и чтобы заломов никаких не было. Делаем прибавку. Теперь опять одиночный. И можно здесь сделать тоже цвет пыльная роза. Я захватываю рабочую нить другого цвета. Теперь захватываю основной цвет, чтобы у меня крышечка была в цвете пломбир. Вот. Потому что если будет крышечка тоже другого цвета, это будет в дальнейших, в других рядах видно и не очень будет красиво смотреться. Так, 2 одиночных сделали. Теперь в следующую я делаю прибавку. Эту ниточку подкладываю. Раз. Два. Далее вяжем одиночный столбик, одиночный столбик, и сюда вяжем прибавку 2 столбика. И, соответственно, у нас получается, мы сделали здесь вот прибавку, да, заканчиваем ряд прибавкой. И начинали ряд мы 2 одиночными. Соответственно, у нас идет 2 одиночных прибавка, 2 одиночных прибавка. Можно просчитать, здесь должно у нас получиться 24 столбика, да. Вот здесь вот 1, 2, 3, 4. 24 столбика получилось. Теперь мы переходим на 5-й ряд. Вставляем крючок под петельку, да, где у нас маркер. Можно его сразу убрать. Не забываем подкладывать нить, если вы вяжете, да, с дополнительной нитью. Выводим, делаем первый столбик 5-го ряда и сразу ставим маркер. Отмечаем крышечку 5-го ряда, первого столбика 5-го ряда. И каким образом сейчас вяжем? Прибавка 3 одиночных, прибавка 3 одиночных. Значит, сделали прибавку, сюда ввели крючок, сделали прибавку. Теперь вяжем 3 одиночных. 1, 2, 3, 3 одиночных. И сюда делаем прибавку. Провязываем 1 столбик и под эту же косичку провязываем 2 столбик. И весь ряд будем так идти. Прибавка, 3 одиночных, прибавка. Вот сюда можно провязать пыльную розу, другой цвет. Не забываем только захватывать ниточку основного цвета, чтобы была крышечка у нас в цвете. 1 мы провязали, это 2 столбик. Теперь 3.
И вот здесь, да, в предыдущем ряду была прибавка, соответственно, мы делаем после прибавки прибавку. Здесь у нас будет 2 столбика без накида. Раз. И провязали второй. Здесь ниточку мы немножко подтягиваем, чтобы она у нас хорошо пряталась. Вот таким образом. Значит, теперь что можно сделать? Можно спрятать вот наши кончики. Чтобы спрятать, я взяла крючок поменьше. В принципе, можно, у меня это 4,5. Можно прятать вязание этим же крючком. Вот этот кончик мы оставили с вами. Когда вводили новый цвет, мы прячем по ближайшим. Куда вам кажется визуально лучше спрятать? Просто под петельки прячем. Вот, можно обрезать ниточку и хвостик подшить, отвести заднюю часть петли, да, вот здесь вот подшить хвостик, который вы обрежете, и потом вот так закрыть для надежности. В принципе, ничего распуститься не должно. Тот хвостик, который оставался, мы тоже прячем в ближайшие петельки, куда кажется визуально лучше. Можно эти ниточки подвести друг к другу поближе, вот таким образом, как я сейчас делаю. Потом сделать узелок, как еще один вариант, да? Узелок сделать и обрезать ниточки. Значит, вяжем дальше. Вяжем 3 одиночных прибавка, да, здесь прибавку сделали, теперь 3 одиночных. Не забываем подкладывать нить, которая дополнительная. Три столбика сделали, и вот сюда мы делаем прибавку. Вяжем 1 столбик и второй. Здесь у меня уже ниточка перекрутилась, я сейчас буду раскручивать. Вот таким образом. И до конца ряда провязываем 3 одиночных прибавка, 3 одиночных прибавка. И у нас должно быть 30 столбиков без накида. Вяжем до маркера. Закончили мы 5-й ряд. Я после прибавки здесь провязала в цвете пыльная роза, сделала столбик. И закончили 3 одиночными столбиками, так как мы начали ряд прибавкой. И, соответственно, у нас все так и шло. 3 одиночных, прибавка 3 одиночных, и получилось 30 столбиков без накида. Обычно, как я определяю, где уголок корзины, мне как удобно, я складываю, где у нас маркер, и получается у нас низ корзины. Вот таким образом. Потом можно выбрать, какая сторона нам больше нравится, именно, не знаю, по стежкам, по сердечкам. Вот, и тем самым потом ручки провязать, какую сторону мы выберем. Вот, значит, как мы вяжем дальше? Без прибавок. Значит, сняли маркер, переходим на 6-й ряд. Сделали столбик без накида. И сейчас закрепили. Дальше вяжем еще столбик
И обычными столбиками без накида, без прибавок мы идем с вами до конца ряда. И таких мы вяжем еще 3 ряда без прибавок. Потом я вам буду показывать, что делать дальше. Здесь я хочу провязать в цвете пыльная роза. Можно также сложить уже корзинку. Берем другой цвет. То есть это вы делаете такие стежочки, да, другого цвета, так, как вам кажется визуально лучше. Вот, то есть никакой схемы я не придерживаюсь. Я, наверное, это уже говорила, я повторю еще раз, простите. Вот. Так, хочу, чтобы здесь стежок ровно лег, красиво. Сейчас. Так вот попробую сделать. Вот так он лег аккуратнее. Вот. Поэтому я всегда и рабочую нить, пусть она у меня перекручивается, я лучше потрачу на это больше времени, но у меня будет корзинка аккуратная, и все стежки будут аккуратно смотреться. Вот, поэтому я вывожу и держу рабочую нить, как я вам уже тоже говорила, изнаночной стороной на указательный палец. И, соответственно, у меня ровненько ложится стежки. Вот. Я думаю, понятен принцип. Давайте теперь самостоятельно вы без прибавок, то есть идем по одиночному столбику до конца 6-го ряда и встречаемся на завершении 6-го ряда. Подошли к завершению 6-го ряда, мы провязали без прибавок, соответственно, у нас теперь всегда должно также получаться 30 столбиков. Покажу, где я сделала пыльную розу, может быть, кому-то это будет интересно. Вот в начале ряда, да, вот где мы с вами сделали, вот дальше я провязала тоже пыльную розу, вот так. И вот здесь сделала один стежочек, вот таким образом. Теперь мы переходим на 7-й ряд. Провязываем 7-й ряд. И также вяжем столбики без накида, без прибавок. Здесь тоже можно посмотреть, куда лучше поставить вот это сердечко, да, другого цвета. Вот. То есть мы также само вяжем, прибавки не делаем, идем столбиками без накида и вяжем так до конца 7-го ряда. Сами смотрим визуально, куда лучше, если что, сделать сердечко, да, вот по вязанию. И встречаемся с вами в конце ряда. Провязали 7-й ряд без прибавок. Покажу, где я сделала в 7-м ряду сердечки, да, в цвете пыльная роза. Значит, в принципе, здесь с одной стороны одну и с другой. Вот в завершении уже ряда тоже сделала галочку другого цвета. Вот, значит, 8-й ряд. Переходим на 8-й ряд. Под косичку вводим крючок, опять захватываем рабочую нить, выводим, делаем столбик без накида и отмечаем начало ряда. Отметили и также без прибавок вяжем 8-й ряд. Одинаково делаем одинаковое натяжение нити, да, стараемся одинаково выводить петельки, чтобы у нас все столбики были с вами одинаковыми. Вот. Также вяжем без прибавок 8-й ряд и встречаемся с вами на соединении. Значит, мы провязали 8-й ряд без прибавок. И покажу тоже, где сделала галочки другого цвета. Вот одну с одной стороны и одну с другой стороны.
вот здесь. То есть за весь ряд я связала 2 галочки другого цвета. Вот, то есть много галочек я здесь не делала, достаточно нежно, чтобы получилось. И что мы теперь делаем? Если вам нужно связать вот такую корзинку большую, она здесь полностью не влезает, вот сейчас вот она появится на видео, да, вот, то нам нужно с вами еще без прибавок провязать 9, 10, 11, 12 ряд. То есть еще плюс 4 ряда. Такую корзину мы прибавляем всего 7 рядов без прибавок. Вот. Если мы сейчас вяжем маленькую корзину, да, то мы сейчас с вами будем делать убавки в наших уголках. Если вы делаете большую корзину, вяжем без прибавок, потом смотрим дальше, как мы вяжем вот эти последние 2 ряда. Вот, все аналогично здесь в большой корзине, просто больше рядов нужно провязать без прибавок. А маленькую корзину мы провязали 3 ряда без прибавок, теперь будем делать в уголочках убавку. Сейчас я вам все покажу. У нас с вами должно быть 30 столбиков без накида, да, я уже об этом говорила. Сейчас мы будем делать убавки. Переходим на 9 ряд. 9-10 ряд это будет у нас ряды с убавками, чтобы у нас аккуратные бочка, так скажем, бочка, аккуратные, красивые, закругленные были. Значит, делаем с вами, как обычно, столбик без накида, только мы его не провязываем. Вставляем крючок в следующую, под следующую косичку, захватываем рабочую нить. У нас 3 петли на крючке. Захватываем рабочую нить и проводим через все эти 3 петельки. Получается, мы с вами сделали убавку. И у нас будет одна крышечка, да, сверху, верхняя часть петли. Если бы мы провязывали каждую, то у нас было бы с вами 2 крышечки. Но мы сделали убавку, одна будет. Соответственно, нам нужно с вами сделать в этом ряду 2 убавки. У нас уйдет 2 петли и получится 28 столбиков без накида. Сейчас провязываем 13 столбиков без накида и делаем тоже убавку. Убавка как раз получится у нас на уголочке. Если вот так положить корзинку, да, вот где маркер, то вот здесь вот мы сделаем убавку с этой стороны. Ну, можно просчитать. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И делаем теперь убавку. Под косичку также делаем, как обычно, столбик без накида, только не провязываем. Под следующий вводим крючок, захватили
И все эти 3 петельки мы провязали, сделали убавку. И так и получается, что у нас убавка будет в одном уголочке и в другом уголочке. И теперь делаем 13 столбиков без накида. Дальше все как обычно. Теперь вяжем 13 столбиков без накида и встречаемся, где у нас маркер. Теперь мы переходим, довязали. Вот здесь я сделала галочку, здесь не делала. Потом посмотрю, какая сторона мне больше понравится. Теперь переходим на это, либо, если маленькая корзинка, 10-й ряд. Опять делаем убавку. Значит, провязали, сделали петельку, да, только не провязываем. Под косичку следующую захватили рабочую нить, вывели, захватили рабочую нить и через 3 провязали. Получается, это первый столбик. Теперь вяжем 12 столбиков без накида до следующей убавки. Она будет у нас также в уголочке. Вот здесь вот будет. Ну, можно просчитать. 1. 8-ю я провяжу в цвете пыльная роза. И 12-я. И вот где у нас здесь была убавка, да, мы теперь тоже делаем убавку. Провязали, сделали, как обычно вяжем, столбик без накида, захватили рабочую нить. Теперь под следующую косичку захватили рабочую нить, вывели и потом вместе провязали. И далее вяжем 12 столбиков без накида. То есть мы дошли, убавку сделали и до конца 12 провязали. Провязали ряд. Я, значит, сделала вот здесь в конце ряда 2 галочки, пыльная роза. И теперь нам нужно связать с вами ручки. Значит, мы с вами переходим на следующий ряд. И нам этот цвет больше не понадобится, пыльная роза. Я его сейчас обрезаю. Вот столько примерно можно обрезать. И наш этот хвостик спрятать по ближайшим. Как мы обычно прячем хвостики, так и прячем и этот хвостик. Прячем. И в конце его можно подшить, либо побольше спрятать. В принципе, он не вылезет. Даже если вылезет, ничего страшного, он не распустится. Изделие не будет распускаться. Если вы подальше проведете эту ниточку, то все будет хорошо. Вот. Таким образом. Значит, сейчас мы смотрим, какая нам визуальная часть больше нравится. Ну, знаете, бывает, там, если с рисунком, да, с сердечками такими, то смотрим, какая сторона нам больше нравится. Вот это одна или другая, чтобы нам, где нам лучше сделать ручки. Вот. Я выберу эту сторону, то есть это будет у меня лицевая часть, а здесь будут ручки. Соответственно, если вы хотите сделать наоборот, чтобы это была задняя часть, то сейчас вам нужно провязать 3 столбика.
Раз, два, три. Провязать 3 столбика и делать ручки, перемотать, потому что я сейчас буду вот здесь вот вязать. В принципе, они делаются аналогично. Вот, 3 провязали. И будете делать, набирать воздушные петли. Сейчас я иду до конца, потому что я хочу эту сделать часть лицевой. Поэтому сейчас вяжу еще столбики без накида. Вот мы дошли, где мы делали убавку в предыдущем ряду. Теперь провязываем один столбик, второй и третий. И теперь набираем 24 воздушных петли. Вот здесь сильно последний столбик можно немножко потуже сделать. И здесь сильно петлю не вытягивайте. И вяжем 20, и вот вяжем чуть тоже потуже. Раз, два, 24 воздушных петли. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24. Можно эту цепочку из воздушных петель, нашу ручку немножко вот так потянуть, чтобы она распрямилась. Теперь разворачиваем косичку. Это у нас будет вот эти черточки, это задняя часть от петли. Отступили раз, два, три, и в четвертую будем делать столбик с одним накидом. Считаем раз, два, три, 4, и в четвертую часть задней петли, в такую черточку, мы делаем столбик с одним накидом. Отсчитали раз, два, три, в четвертую, сделали накид на крючок, в четвертую ввели, захватили рабочую нить, 3 на крючке петли, захватили рабочую нить, вывели через 2, 2 на крючке, захватили рабочую нить, вывели. Теперь аналогично под следующую вот эту черточку, заднюю часть петли. Сделали накид на крючок, завели крючок, захватили, вывели, 3 на крючке, захватили, вывели через 2, 2 на крючке, захватили, вывели через 2. И вяжем немножко поплотнее. Сделали накид на крючок, вот задняя часть петли, захватили рабочую нить, вывели через 2 и сделали столбик с одним накидом. Также мы вяжем до конца, чтобы у нас получилась ручка. Вот. И для чего мы отступали? Это вот, чтобы здесь можно было продеть хорошо пуговку, да?
То есть здесь мы можем вот так вот отцепить, да, и зацепить нашу лямочку, да, нашу ручку. Вот. Для этого мы отступаем. Мы вяжем дальше аналогично за заднюю часть петли. Вяжем достаточно плотненько до конца нашей косички. Встречаемся в конце. Довязываем до конца нашу ручку. Вот здесь вот не забываем про одну петлю, которая у нас была самая первая. И за вот эту часть мы тоже подхватываем, провязываем, делаем столбик с накидом. Сделали. Теперь нам нужно присоединить нашу ручку. Мы под следующую косичку. Только смотрите, немножко нужно, чтобы здесь все шло в натяг. Значит, мы под косичку вводим крючок, захватили, рабочую нить, вывели сюда и сразу в эту петельку. И чтобы здесь у нас ничего не болталось. Вот. Значит, сделали. Дальше вяжем столбики без накида. Раз, два, три, 4, 5. Чтобы у нас от маркера было 1, 2, 3 петли. И сейчас будем тоже делать ручку. Вот смотрите, она сейчас у меня загибается, да. Это все поправится отпариванием, ничего в этом страшного нет. Но можно здесь немножко выровнять косички, да, так скажем, чтобы ручка у нас сейчас распрямилась. Можно и так сделать, а потом еще и отпарить. То есть мы проходим по каждой вот здесь вот, которые у нас идут сбоку косички. Вот. И также можно поправить, чтобы они все были примерно одинаковыми. Но если вы натяжение нити держали, да, тоже одинаковое, то у вас все косички, они так и будут примерно одинакового размера. Вот так мы проходим. Для этого я взяла крючок поменьше. Можно сделать это тем же крючком, но просто не так будет удобно. Если делать это маленького диаметра, то это будет удобнее. Вот так вот у нас получится. И с другой стороны делаем то же самое. Так, все сделали, и у нас сразу ручка с вами разровнялась, но еще идеальной она станет при отпаривании. Об отпаривании я вам чуть позже скажу. Значит, теперь мы здесь провязали 5 столбиков, либо не доходя до маркера 3, раз, два, 3. И также вяжем 24 воздушные петли. Захватили рабочую нить, провязали. 1, 2, 3. Только стараемся, чтобы они одинакового размера были. 4, 5. И так 24. Провязали 24 воздушные петли. Можно косичку немножко подтянуть, чтобы она расправилась. Теперь ее переворачиваем к
себе изнаночной стороной, отступаем 1, 2, 3 и в четвертую, да, в четвертую вводим крючок. Только делаем столбик с накидом, поэтому делаем накид и в четвертую, 1, 2, 3, в четвертую заводим крючок, захватываем рабочую нить, 3 петли на крючке захватили, вывели в 2 на крючке, захватили, вывели в 2. И аналогично идем за заднюю перемычку, да, вот эту за заднюю часть петли столбиками с одним накидом. Делаем накид на крючок, вставляем сюда, в эту перемычку, захватываем 3 на крючке, захватили в 2, вывели 2 на крючке, захватили, вывели в 2. В следующую накид и вяжем немножко потуже, да, поплотнее. 3, вывели в 2 и вывели в 2. И так идем до конца нашей косички. 3, вывели в 2, 2 на крючке и вывели 2. И так идем до конца, еще раз повторюсь, нашей косички. Встречаемся внизу. Довязали практически до конца, да, ручку. Осталась вот одна у нас петелька, да, перемычка. Сделали столбик с одним накидом. Теперь также закрепляем под следующую косичку, делаем столбик без накида, ввели крючок, вытянули, захватили рабочую нить и вытянули. Только смотрим, чтобы здесь было плотненько. Вот. Доходим теперь столбиками без накида до нашего маркера. Можно здесь как раз таки еще провязать один столбик. Провязали. Теперь аналогично, как вот мы сделали эту ручку, да, можно пройтись еще, точнее, если мы уже сделали и эту, нужно пройтись по другой, да, также в каждую косичку вводим крючок, распрямляем. Идем до конца, а потом спускаемся вниз и в каждую косичку мы проходим. Так, это у нас для нашей пуговки. И идем в обратную сторону. В каждую косичку вводим крючок и также разравниваем. Вот. Разравниваем до конца и дальше будем делать завершение красивой нашей корзины. Теперь можно нам убрать маркер, он нам уже не понадобится. И теперь мы сделаем обвязку нашей корзины. Тамбурным швом мы теперь вводим под косичку, но не делаем столбик без накида, а сразу выводим в петлю. Под косичку заводим, захватываем рабочую нить и сразу в петельку. И тоже стараемся, потому что это будет у нас, эту косичка будет обрамлять нашу корзину, поэтому желательно, чтобы все петельки были одинаковые, красивые, чтобы это все красиво смотрелось. Под косичку ввели, захватили рабочую нить и вывели. Вот такие косички у нас с вами получаются. И вот мы с вами идем таким образом
То есть контролируем натяжение нити. Вот так у нас должно получаться. Сейчас дойдем до ручки, и я вам покажу, как лучше там провязать. Значит, теперь вот сюда вводим крючок, вот где ручка у нас начинается. Захватываем рабочую нить вот здесь и выводим в петельку. Теперь мы вводим в серединку вот нашего столбика с накидом. Выводим, чтобы немножко укрепить. И здесь вот это расстояние спрятать. И вот теперь вот сюда. Вот. Соответственно, здесь у нас это расстояние, которое у нас есть, оно спрячется. И дальше идем аналогично, вот как в начале мы вязали, да, так и идем до следующей ручки. И здесь делаем так же само. Вот сюда вводим крючок, захватываем рабочую нить, вывели. Теперь опять вот сюда в серединку, вывели, и вот сюда. Вот такая косичка у нас получается. Доходим до места, где мы начинали делать обвязку, да, тамбурный шов. Теперь отрезаем ниточку, выводим нить на лицевую сторону. И теперь нам нужно сделать красивое завершение нашей обвязки и завершение нашей корзины. Мы под петельку вводим крючок, захватываем нашу нить, выводим на изнаночную часть. Теперь нам нужно вывести вот в эту косичку. Вставляем в середину и в эту косичку. Захватываем нашу ниточку и выводим опять на изнаночную часть. Немножко поправляем натяжение. Вот у нас имитация косички получилась. Теперь нам нужно здесь вверху тоже красиво закрыть. Вставляем, находим верхнюю косичку, вставляем крючок под нее, захватываем рабочую нить и выводим. Вывели на лицевую часть. И теперь вот здесь вот мы сделали, да, все косички наши. Теперь нам нужно вверху, чтобы вот здесь была тоже косичка. Соответственно, мы должны изнутри ввести под заднюю часть петли, под черточку. И вот в серединку, куда мы должны вывести косичку, да, ввели крючок, захватили рабочую нить и вывели на изнаночную часть. Соответственно, все закрыли. У нас получается здесь идут косички и вверху идут косички. Сделали красивое завершение. И теперь вот ниточку, которая у нас осталась, мы, как обычно, прячем под ближайшие петельки. Прячем. Вниз уводим и обрезаем, если достаточно много оставили
хвостик. Теперь мы отпариваем нашу корзиночку, берем мокрую тряпочку, утюг, хорошенько пропариваем, все разравниваем. Можно хорошо пропариваем утюгом, формируем опять-таки форму. Немножко, когда я отпариваю ручки, я тоже их приминаю вот таким вот образом. И сейчас покажу, как можно пришить пуговки. Чтобы пришить пуговицы, я использую обычные нитки. Вот. И пуговки сами, я уже рассказывала в начале видео, это деревянные пуговки с Алиэкспресса. Ссылку оставлю для удобства, чтобы можно было посмотреть. В принципе, можно их любые подобрать. Одну пуговицу я уже пришила. Вот таким образом. Сейчас покажу, как я пришиваю. Делаем закрепительный узелок сначала. Потом я вот сюда вывожу вот таким образом на изнаночную часть, чтобы только это аккуратно все выглядело, чтобы сильно ничего не видно было, никаких стежков. И вывожу уже на лицевую часть. И вот тоже стараюсь не насквозь прям прошивать, а вот у меня вот есть здесь отверстие, вот, и немножко стеночку я захватываю, чтобы аккуратно это смотрелось. Вот. И 2 раза я прохожу с одной стороны и с другой стороны. Вывожу теперь иголку на ту часть, где у нас пуговка, желательно вниз. Здесь делаю узелок. Еще один узелок. И в принципе все. Здесь тоже узелочек делаю контрольный. Все, ниточку можно обрезать. Все, пуговицы мы пришили. Теперь можно одеть наши лямочки, ручки вот сюда. Значит, сначала вы отпариваете, да, выравниваете лямочки, потом пришиваете пуговицы, и потом можно еще раз отпарить, распрямить какие-то отдельные моменты, да, что-то посмотреть, где-то еще пропарить. А в принципе все, корзинка у нас готова. Спасибо за просмотр. Надеюсь, было все понятно, у вас все получилось. Пишите комментарии. И до встречи в новых видео. Пока-пока!